Давай расскажи, что ломается. 3 ремня ГРМ и цепь еще в придачу. 3.6 дизель, 4.2, 4.4 бензины от Ягуара. 120-140, переключение опять же незаметно. Даже. У нас самая надежная версия Range Rover. Устанавливается с завода и функционал гораздо шире. Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о внедорожнике. Давно внедорожника не было на канале, поэтому сегодня полноценный рамный внедорожник, чуть ли не сказал, с V8. Что у него установлено, узнаете чуть позже, в течение всего видео. Потом досмотрите это видео до конца. Я надеюсь, вам будет интересно. В том числе и мне будет интересно провести время с этим красавцем. Это Range Rover. В отличной комплектации и по иронии судьбы, такой же цвет, как у Discovery 4, который я тоже снимал, был на канале, тоже 2013 года, кстати. Но цвет отличный, мне нравится. Черный, это уже такой избитый, обыденный. Цвет дешевых понтов, как знаете, черный гелик и тому подобное. Кстати, насчет гелика, не обижайтесь, фанаты гелика, если вы меня видите. Почему? Потому что гелики я не люблю. Я говорил об этом не раз на канале. Я уважаю гелики, которые старые гонят по бездорожью. Этих владельцев я уважаю. Но дешевые понты по городу, это нет, эти гелики, это совсем другие гелики автоматически становятся. Почему эту машину буду сравнивать с геликом? Потому что, опять же, два равных внедорожника. И за что любят гелики? За ровную форму, как куб он выглядит уже типа-то понтово-пафосно. Здесь автомобиль тоже такой же ровный. Здесь тоже ровные грани, пусть не такие уже жесткие, как у гелика. И кузов более современный, нету этих трещин по кузову, не разлазится, как у гелика, нету этих петель 70-х. То есть по форме те же самые преимущества, как у гелика, на нем также легче парковаться, потому что он прямой, видны края капота, задней части автомобиля. То есть все эти преимущества, которые за что якобы будут любить гелики, здесь есть. Такая же удобная посадка, такой же классный обзор. И в зависимости от двигателя, конечно же, динамика здесь варьируется, как и у любого другого автомобиля. Конечно, с 5-литровым компрессорным двигателем он будет гораздо веселее и интереснее. Автомобиль выпускался с 2002 года, и в начале производства у него было очень много общего с BMW блоки, а также двигатели. С 2002 по 2005 год 4.4 М62. BMW-шный и М57 3-литровый дизель, 4.4 8 М62 и 3-литровый дизель М57 устанавливались на такой дорестовый первый автомобиль. По этим двигателям было Е66, Е65, Е38 и 39. Плейлист по BMW я оставлю про эти двигатели уже. Да, я думаю, вы все много знаете. В хорошем состоянии они неплохи. Е66 с контрактным двигателем мне очень понравилась. Она очень хорошо тянет семерку BMW лонговую, но что касается такого внедорожника, конечно, динамика уже уступает не такая, но двигатель, конечно, позволяет ехать более-менее динамично, но хотя и расход. В 2005 году произошел рестайлинг, разумеется, и внешне, и внутри постоянно что-то менялось. Внешка менялась, фары, оптика, бампера. А также двигатели, самое главное, от Ягуара уже начали устанавливаться двигатели. 3.6 дизель, 4.2, 4.4 бензины от Ягуара. Рестайлинг 2010 года, 4.4 дизель с двойным турбонаддувом, 5-литровый атмосферный двигатель, 375 лошадиных сил. И самый топовый жирный 5-литровый компрессорный, 510 лошадиных сил с потрясающей динамикой. И он шел исключительно с 8-ступенчатым автоматом от компании ZF. Очень известный хороший автомат. Отличная коробка, хорошо себя показала. Как пример, с 2012 года на ВАГе начала устанавливаться уже на автомобилях с большой мощностью, с большим объемом. Ну, 4.0 TFSI в основном шла, потому что на 3-литровых до 3 литров еще шел S-Tronic. Как пример, A8 D4, который был у нас на канале, рестайловая 4.0 TFSI. На таком автомате потрясающая динамика, экономия топлива, незаметное переключение. Ну, просто шикарная машина. И как будто ты на вариаторе. Вообще я не чувствовал переключения. Ну, шикарная коробка. Такая же коробка стояла на BMW
F30 тоже было на канале. Ну, конечно же, другая модель с более низкий крутящий момент, но, тем не менее, 8-ступенчатый ZF. На BMW она также массово устанавливается. На Discovery 4 она была, тот, который у нас был. Такая же коробка стоит и на SRT8. Хорошая, надежная коробка. И она, плюс ее, это, конечно, экономия топлива. Потому что динамика, да, кто-то будет спорить, что 6-ступенчатая надежнее может быть, там от ZF тоже неплохая коробка, надежная, но тем не менее повседневная проблема — это расход топлива, и в этом эта коробка на первом месте. У нас самая надежная версия Range Rover, который может быть в этих годах. V6, к сожалению, не V8, но зато он экономичен и надежен. V6 трехлитровая чугунина, 245 лошадиных сил при 4000 оборотов, 600 крутящего с 2000 оборотов. 84-й поршень, ход его 90, степень сжатия 16. Поэтому все-таки снизу он хорошо идет за счет длинноходности поршневой. 306 DT его индекс, 2 турбы, 3 ремня ГРМ и цепь еще в придачу. Поэтому про ГРМ не стоит забывать. По заводу оригинальный 150 ходит. Аналоги 100-120, но я ориентировался бы на 85-90 тысяч. Ну и, конечно же, не больше 3-4 лет. Конечно, что сейчас, какие аналоги сейчас вы можете поставить за какую цену, это уже тоже плавающий фактор, поэтому на 100 тысяч, я думаю, рассчитывать не нужно, потому что двигатель особо не дешевый. Проще ремни чаще менять. И по двигателю он, в принципе, надежен. Да не в принципе, а он и надежен, потому что не забывайте про ремни. Передний сальник коленвала, но это, блин, у любого двигателя от старости сальник потечет, но здесь замечено как более такое слабое место. В остальном никаких особо проблем. Единственное, что замечали единичные случаи, это трескались клапанные крышки. Якобы проблема, но не такая массовая, не у каждого поголовно, у кого-то отдельно. Поэтому это тоже не особо проблема, и не такие косяки, как у многих других. И мне вроде даже и непривычно слышать, что Range Rover в принципе надежен. Но действительно это так. 6-ступенчатый автомат от компании ZF. Хороший надежный автомат. Такой автомат устанавливался на Вагах, на BMW, на Авоське, D3, на 65-ке, 66-й. Такие же 6-ступенчатые автоматы от компании ZF и шли. И на других моделях Вага и BMW. Поэтому он надежен, но менее экономичен все же, чем 8-ступенчатый, потому что расход топлива с 8-ступенчатым будет чутка поменьше. Для примера, вот он и Discovery 4, который я снимал, там уже был 8-ступенчатый автомат, там же расход поменьше был все же, немного, чем здесь. По салону первый недостаток, ну как для кого? Для меня это немного недостаток тем, что это в силу роста, зависит отдельно от каждого, что высоковат пол автомобиля, и действительно нужно нормально ногу так согнуть, но мне это не в напряг, но немного некомфортно. В пример, это Таха, где открывалась, ну, порог складывался, и ты как по ступеньке заходил на подиум, как я там пошутил. Действительно очень удобно. Особенно зимой в гололед, когда нужны медленные, аккуратные движения. Иначе можешь подскользнуться, и особенно если понтово будешь так садиться в машину, желая произвести впечатление, можно так оконфузиться, что станешь посмешищем для всех окружающих. Первое, это, конечно же, коробка. Как отличить от 8-ступенчатый от 6-ступенчатого автомата? Спасибо тем ребятам, которые мне поправили Discovery, когда я снимал в свое время. И поправляйте, если вы знаете, владели таким автомобилем, как я всегда говорю, лучше автомобиль знает его владелец. Не тот, который купил, поставил гараж и любуется им, а тот, который на нем ездит ежедневно, большой километраж наезжает, он больше может рассказать. И потенциальному покупателю мы в комментах можем помочь. Что самое главное и цель любого обзора. Это, конечно же, визуально. Вместо классической ручки у Discovery уже был круглый джойстик. Я думаю, я вставлю ссылку с того видео, сразу же заметно это отличие. Также и в Discovery, на любом ренже, это сразу, как и у Jaguar, такой же круглый джойстик установлен.
сразу это сигнализирует о том, что 8-ступенчатая коробка восстановлена. Здесь классический 6-ступенчатый автомат. По посадке первое, что радует, это рыжая кожа. Рыжая в сочетании с черным и такой, ну это не рыжая, но такая бежево-коричневая строчка. Очень красивая, гармоничная. Все классно это понтово выглядит. Широкая полка дверной карты, как полноценный еще один подлокотник. Здесь расположиться. Ну, все регулируется, можно подогнать под себя, поднять, понизить подлокотник. Можно здесь, как на рабочем месте за компьютером, расположиться. Очень удобно. То же самое было в Discovery. По сути, комфорт салонов, там в дизайне мелкие отличия будут, хотя по сути на первый взгляд все одно и то же. Не отличишь, как будто ты в Discovery сидишь. Если не первый раз сел туда и туда, можешь не понять, если тебя с закрытыми глазами посадят, можешь не понять, в какой машине ты сидишь. Ренжак и Discovery 4 по сути одно и то же. Даже самому стало интересно еще раз посмотреть свой собственный обзор на Discovery, потому что реально, если не обращать внимание на надписи Range Rover внутри салона, действительно не отличишь. Все грамотно, удобно расположено. Мне нравится, самое главное, не скучно. Потому что вот видео про внедорожники я снимал, что купить до 15 тысяч долларов. Реально можно купить, я снимал от Prado, не хочу никого обидеть, да, там хороший автомобиль, но все равно он более скучный. Да, он проходимый, он даже будет более проходимый, если мы говорим о технической части, он будет более надежен и проходимый, чем Range Rover. Но кому это нужно сейчас? Кто ездит сейчас на этих машинах по бездорожью? Это очень дорого бездорожье, и все ездят на подготовленных автомобилях, поэтому это не преимущество, по сути, я считаю. По проходимости, по загородной дороге, по грязи вы проедете на том и на том. То есть преимущество здесь угасает. А насчет дизайна, комфорта, удобства, вот здесь 5 баллов вверх, чем все остальные. У Таха своя. Конечно же, философия по отделке салона она уступает, но она не уступает также по кайфу, по интересу. Она не ватная, не скучная машина, она тоже амбициозная. Смотришь на руль, приятное впечатление от того, что на таком пробеге, да, он уже блестит от износа естественного, но радуешься тому, что в отличие от более современных автомобилей, за такой пробег он не протирается уже до таких белых пятен. Смотришь, уже насквозь протертый, там 100-150 тысяч, уже вытертый руль напрочь. И уже отвратительно это смотрится, и уже в ужасе ты на это смотришь. Здесь такого нету, и это еще даже греет твою душу. Это наслаждаешься. Действительно, здесь есть качество, хоть какое-то качество, конечно же. И кожа более приятная и качественная, чем в более современных автомобилях. Смотришь сюда, преимущество это наличие подогрева руля. Подрулевые лепестки здесь, конечно, приятное дополнение, но даже и выглядят немного нелепо, потому что, ну, как по мне, я сажусь, мне не хочется гнать. Едешь уверенно, знаешь, нажмет, она поедет. Да, она не положит 5-6 секунд до 100, так она не поедет, ну, в отличие от 5-литрового компрессора, конечно. Но, тем не менее, уверенное ускорение здесь есть. Классика управления климат-контролем, направление потока воздуха, подогревы сидений, управление парктрониками, круговой обзор на 360 градусов. Все как должно быть. Память сидений, круиз-контроль, поднять, положить трубку, громкая связь, управление пунктами бортового меню. Мультимедиа, если я не ошибаюсь, 6 дюймов, не такая она объемная, но для 2013 года это простительно, разумеется. На тот момент это очень хороший уровень. 10 лет назад все-таки это было, не забывайте об этом, ребят. Да, в современных автомобилях уже там C, даже класса там 7-8 дюймов уже мультимедиа устанавливается с завода, и функционал гораздо шире, чем здесь. Но опять же, 10 лет, не надо об этом забывать. Черный потолок, что меня максимально радует, я люблю темные потолки. Люк, куда же без него. Отдельный плюс салона это козырьки. Потому что у многих автомобилей, что есть, что их нету, спрятаться невозможно. Поэтому нужно регулировать сиденье, чтобы ниже сесть там или выше, чтобы и обзор себе не ухудшить, и опять же оградить себя от лучей солнца. Здесь же обзор достаточно, ну не сказать, что прям максимально комфортно, объемный, но ровная форма обзор вам не ограничивает, стойка она выпуклая, но не так. Мертвая зона здесь не такие опасные. И обзор, например, на таком расстоянии. И козырек
вам действительно позволяет спрятаться от солнца. Потому что у многих автомобилей действительно нет никакого смысла в этих козырьках, потому что они очень короткие, ну такие огрызки уже. Сколько автомобилей было, ездил, то действительно все равно где-то на этом уровне приходится там сиденье поднимать выше, чтобы спрятаться. А это уже ухудшаешь себе обзор. Пластик, некоторые места обшиты кожей, один скрип я поймал. Но опять же, 200 с лишним тысяч пробега, это простительно. По плюсам, износоустойчивость салона целых материалов. Да, руль, ручка затерты. Не без этого. Водительское сиденье, как обычно, хуже остальных, но оно не затерто, не протерто, нету трещин, ничего не порвано. Салон выглядит свежо, вот реально свежо. Здесь, ну, не 100 тысяч, но 50-60 тысяч можно отмотать и реально поверишь в пробег того, что увидишь на приборке. Действительно, здесь это жирный плюс и огромное преимущество. Прикуриватель, 2 подстаканника, да, чуть не сказал дополнительный подлокотник, потому что действительно основной идет как в компьютерном кресле, и еще один. Время движения, ну и так, в принципе, да, тоже будет удобно ехать. Подлокотник с двойным дном для мелочи, для ключей, там всякой мелочевки, и достаточно глубокий и объемный. Много чего сюда поместится. Это 2 USB входа еще, разъема, вернее. 2 бардачка, скажем так, более мелкий основной. Тут для салфеток, для полотенец, и основной там для ваших, может, каких-то документов, чеков о техобслуживании. Можно выбирать режимы на бездорожье, где вы находитесь, поднять выше автомобиль, либо на склонах, спусках. По месту сзади мягкий, комфортный диван, вот реально мягкий. Он как надувной матрас. Он и мягкий, и не продавливается вглубь, ты не проваливаешься вниз. Сзади максимально комфортно. Не сказать, что прям просторный, объемный салон. Места хотелось бы побольше. Конечно, здесь уже выигрывает Tahoe, Escalade. Вот эти автомобили по объему салона. Но не в тесноте. Максимально далеко водительское сиденье назад отодвинуто. Поэтому все равно коленями я не упираюсь. Мой рост 1,76 м. Но у меня здесь хорошо. Подогревы сидений, направление обдувами. Ну что ж, по багажнику, куда же без багажника? По объему примерно универсал D-класса по объему. Я в литрах не запоминаю, до такой степени уже и не страдаю, с ума не схожу. Он повыше и пошире, но покороче за счет этого по объему примерно универсал D-класса. Там с чем не сравни, VAG, Citroёn, Ford, Peugeot, неважно, универсал D-класса. И всех будет интересовать, давай расскажи, что ломается, что сколько стоит. Ребят, в этом нет смысла, потому что такие автомобили за последние деньги не покупаются. Они стоят, блин, по 20 штук и более. 25, 24, 23 просят за машины 2012-2013 годов. Поэтому нерационально здесь и нету смысла это все рассказывать. По-любому дорого, конечно дорого. Это не Солярис, блин, не Логан. Что вы ждете здесь? Дешевых колодок здесь, ну, не Б-класс это автомобиль, не паркетник, блин, корейский с атмосферным 1.6 либо 2.0. По-любому дорого, конечно, автомобиль дорог в содержании. И для информации, на канале было видео Nissan Navara. Я 4 года назад снимал его. Почему? Уточняю по времени, потому что ту сумму, которая там получилась, нужно умножить на 2, а то на 2,5. Там я рассказал, что сколько обходится в обслуживании Nissan Navara. Я там перечислил масла, охлаждающая жидкость, масло в коробке, раздатки в мостах, то есть на шины на автомобиль. И у меня вышло там 600, почти 700 долларов, 680 долларов, по-моему. И это только жидкости и шины, не говоря о каких-то там более мелких поломках, ну не мелких, но проблемы по электрике. У вас здесь не механический, а электроручник, то есть моторчики на ручник, пневмобаллоны, рамный автомобиль. 4 пневмобаллона, которые тоже по 200-300, а то сейчас, может, и дороже будет стоить, если их купить, либо под восстановление. Но если вам по халяве попадет, получится блок клапанов, компрессор на пневму. Опять же, все это здесь есть. Турбины тоже не вечные, потом тоже начнут масло кидать, как обычно, там 300 плюс тысяч придется давать под восстановление. Но это тоже в зависимости от обслуживания, опять же, масло чаще нужно менять. И как на машине ездили, все это, конечно, зона риска, поэтому
Недешево, разумеется, недешево. Ходовая, она не хлипкая, она крепко, полноценна, но, конечно же, и есть и у нее слабые места. Особенно слабое место — это старость и возраст. Если уже что-то расшатывается, по-любому нужно лезть в рычаги, в цилинблоки менять. По-любому от этого не избавиться. Тоже так вот снимали, был на канале массивные рычаги, массивная ходовая. Тоже есть проблемы по опорам у него. Вот слабоватые опоры, в целом машина надежная. Также и здесь нет таких откровенно слабых мест. Ну, первое, всех будет интересовать посадка. Мне удобно, высоко сидишь, хороший обзор, это не отнять. Все равно форма куба, ребят, это всегда преимущество. Аэродинамическое сопротивление ветра будет ниже, конечно, но не такой он острый, как гелик. Тут все равно аэродинамический коэффициент получше, чем у гелика. Мне удобно, комфортно сижу. И нравятся эти прямые формы. Я вижу края капота, вижу край задней части. Машина прямая, ровная. Здесь тоже ничего сложного. Даже проще будет, ребят, я считаю, уж поверьте мне, проще, чем даже у какого-нибудь Соляриса, у какого-нибудь автомобиля Б-класса, который задняя часть обтекаемая, и вы зеркала ее не видите, не чувствуете. Здесь габариты даже легче прочувствовать. Но всему виной, в положительном смысле слова, это, конечно же, форма автомобиля. Прямая, ровная, конечно. Не такой он обтекаемый, поэтому расход топлива будет, конечно, побольше. Уже сигнализирует мне: заправься, маловато. Ну, а я надеюсь, еще покатаемся. По комфорту, конечно же, пневма делает свое дело мягко, хорошо. С одной стороны, да, внедорожнику рознь. Здесь рама, да, на гасе тоже неплохо. Удар от стыка, выбоин, ям, что более актуально. Но еще и пневма помогает в этом деле. Поэтому едешь, блин, как на корабле. Вот приятно. Вот я не топлю гашетку в пол. Но, тем не менее, автомобиль достаточно уверенно и быстро набирает скорость. Вот переключился, незаметно переключение, что свидетельствует о том, что автомат действительно нормально обслужен и владелец не жлоб, потому что максимально незаметно это возможно. Ни пинка, ни рывка, ничего, даже не прочувствовал, как она переключилась. С места вот 50 за пару там 10 метров набрал, то есть не сказать, что она прям сверхураганной динамикой обладает, но здесь уверенно, четко, надежно, ну и веришь в машине. Вот впереди обгоняет автомобиль медленный, чуть более медленный, вот невозможно обогнать. Все плотничком, негде даже разогнаться. Но я к чему? То, что все равно комфортно, мягко. Здесь вот передние машины прыгают. Здесь пневма смягчает наше движение. О, Dodge поехал. И как с Доджем, здесь преимущество высокой посадки. Но ехать действительно очень удобно и комфортно. В том плане, что, ну да, полотно все равно чувствуется, что неровность. Но прыжков нету, ты все равно плывешь максимально, насколько тебе позволяет исправность пневмы, ее режим. Не сказать, что пуляет с места, под покрышек свист-стартуя, этого нету, но тем не менее уверенно и надежно автомобиль волочет. Двигателя хватает, все равно твин-турбо делает свое дело. На машине приятно ехать, во-первых, комфортно, хороший обзор и не вяло. Не сверхураганно, но не вяло, уверенно и четко. Ты вот верю машине, понимаю ее возможности, могу сделать. Но, конечно, 120-140 переключение опять же незаметно, даже на приличных оборотах. Но, конечно же, любой седан универсал D-класса с 2-литровым дизелем на механике, либо на роботе, там на автомате, конечно, будет пободрее, побыстрее, но оно и понятнее, потому что масса, высота, вот до 100 она, конечно, идет бодро. То же самое говорил на Discovery, 100-120, после 120 уже чувствуется, что машина не тяжелее, все равно этих почти 2 метра высоты и не такая сильно обтекаемая форма кузова все равно тормозит динамику, тормозит автомобиль, но нету, понимаете, вялости в том плане, что максимально сбалансирован двигатель с коробкой. Обороты далеко вниз не падают. Турболаги такие, нет таких жестких турболагов, как могут быть на нарядных двигателях. Ну, сейчас на BMW намекаю, как вы поняли.
Потому что с BMW 1800 2200 невозможно так играться. Там уже нужно 2500-2600 топить, чтобы уже исключить, максимально попытаться исключить турболаг и двигаться динамично на ровной полке момента без потери буста. Вот здесь 1800-2000 можно играться. Но здесь больше под низы настроен, что я и люблю. И что делает весь современный автопром. Под низы все подгоняет, чтобы было удобно, максимально комфортно ездить на автомобиле. Ну, конечно, на ровном вот стык автомобиль не особо этого замечает. На ровном участке дороги можно вальнуть, топтануть, и он уверенно себя чувствуешь. Уже амбиции гонщика, стрит-страйкера уже сразу тебя нагнетает. Уже так максимально самооценка возрастает. Так что, кстати, вариант. Если у вас проблема самооценка, то этот автомобиль вам поможет. Ну, а если кто-то покупает для автомобиля выходного дня, потому что в содержании на повседнев автомобиль будет дорог. Поэтому либо повседнев, если финансы позволяют, либо автомобиль выходного дня. Потому что и так выехать, попонтоваться можно, а так он вас сожрет и будет просто стоять. И смотря где вы живете, я не думаю, что в каком-нибудь городе-миллионнике там, ну хотя, конечно, все от зависит конкретного человека, но если вы собираетесь дам не особо высокой социальной ответственности подцеплять, ну, в принципе, на такую машину должны клюнуть. Так что... Поэтому, если с первым пунктом вы хотите купить машину, чтобы кого-то цеплять, это глупость, и этого избежите. Если сравнить с другими внедорожниками этот автомобиль, он удобный, мягкий сиденье, боковая поддержка, ну, вообще по-королевски здесь сидишь. Ну, посадка много где может быть комфортной, такой же, не спорю. Но экономичный дизель и достаточно надежный. Да, вы можете сказать, что у Mercedes M642 дизель тоже надежен. Да, надежный, у Vago тоже надежен. Но все-таки внедорожник, у Vago нету внедорожника полноценного, у Mercedes это гелик. Джелька это уже не то. Поэтому комфорт, достаточно бодрая динамика и, конечно же, внешний вид. Вот этот квадрат тоже напоминает гелик. И поэтому я, безусловно, бесспорно выбираю этот автомобиль, нежели гелик. Ну, решать, конечно, каждому. Хотя, если рационально так подумать, такой автомобиль, в принципе, не нужен по городу. Зачем вам внедорожник рамный, полноприводный? Но вот залетает он тебе в душу. Хочется. Ну а что в итоге? Нельзя говорить, вообще любой машине нельзя доверять. Нельзя говорить, что она никогда не сломается, она никогда не подведет. Это глупость. Это техника. Техника имеет свойство ломаться. Она всегда может сломаться, конечно. Но конструкция ее максимально надежна, насколько это возможно. Экономично и динамично. Стоит ли покупать этот автомобиль? Я хочу ответить своими же словами. Помните, я Dodge Caravan снимал? Также хочу закончить это видео и здесь, что по городу рамный автомобиль, постоянный полный привод, пневма, зачем она мне нужна по сути? Она мне не нужна по факту. Но едешь, блин, вот и хочется ее себе. Понимаешь, что ну, рационально, она тебе не нужна, не надо. Едешь, ну, блин, приятно, красиво, круто, классно, и хочется ее себе иметь. Едешь выше большинства в потоке, удобно, комфортно, надо ускориться. Блин, и вот хочется. Хотя головой понимаешь, нафиг не надо, но хочется сердцем. Поэтому каждому решать. Для понтов, как машина выходного дня. Но учтите, конечно же, что 10-летний автомобиль, пускай даже с пробегом до 300 тысяч, по-любому, смотря как он обслуживался, по-любому какие-то проблемы вложения потребуют к себе. Уже разница только в их масштабе, в количестве от жлоба предыдущего владельца или жлобов предыдущих. Поэтому, если понтоваться, хороший вариант, потому что тот же самый гелик, вот они стоят 23, 25, 26, но постоянно цены меняются, обычно всегда растут в последнее время. Что можно купить за эти деньги? Гелик 2000 года с 5-литровым атмосферником. Да блин, этот дизель чипануть, он и дернет этот гелик. По проходимости, я не знаю ни одного владельца гелика. Я катался на геликах, ни один из них не ездил бездорожье. Максимум по такому песку проехался,
там по частному сектору, либо там какую-нибудь лужу форсировал и все, где там любой Кашкай даже на переднем приводе проедет, даже любой легковой автомобиль. Ну, пускай там не переднеприводный, но там какой-нибудь Кашкай такую лужу возьмет. Все, никто не едет на бездорожье, и на ней никто не поедет, потому что, как я говорил, и на Discovery можно и пневмобаллон, можно и компрессор порвать, нахрен блок клапанов. Но в основном компрессор можно позаливать все водой, бездорожьем, грязью, и вам это так аукнется, что купите вы буханку за эти деньги, а то и не одну. Поэтому рационально, если вы катаетесь по городу, конечно, лучше купить Range Rover. Я бы лично так бы сделал. Мне гелик, ну, по сути, нафиг не нужен. Я еще раз повторяюсь. Потому что машина 2013 года с более современным двигателем, коробкой, более надежный кузов в плане точки зрения сопротивления коррозии лучше, чем 23-летний гелик с 5-литровым жрущим V8. Хотя М113 надежный двигатель, но жрущий. На CLS я рассказывал, а гелик будет жрать гораздо больше. Поэтому как-то все вот так. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, смотрите предыдущие видео о внедорожниках, которые были на канале. Ссылка в описании. Счастливо!